Чувствуется ли имплант в груди? Может ли мужчина ощутить имплант? Как чувствует эта девушка? Влияет ли это на кормление? Я это все вам вкратце расскажу. В 90% случаев имплант устанавливается под мышцу. Вы все знаете эту продукцию в быту. Вот просто и наглядно я вам объясню. Представьте, что это мышца. Это средняя толщина грудной мышцы у девушки, которая посещает зал, я думаю, где-то раз-два в неделю. Смотрите внимательно. Устанавливается грудной имплант под грудную мышцу. Что важно помнить? Всегда есть зона, часть груди, которая не покрыта мышцей, потому что так устроен человеческий организм. Будьте внимательны. Вот так устанавливается имплант под мышцей. То есть мышца – это уже дополнительная оболочка над имплантом. Дальше. Ткани молочной железы, а именно жир и сама молочная железа, они находятся над грудной мышцей. И сверху все это покрывает наша кожа. Поэтому, когда вы будете трогать, сжимать грудь с имплантом, вы не можете ощутить имплант. Для примера, если у девушки изначально второй или третий размер груди, то есть когда объема своей железы достаточно, когда в принципе грудь красивая. Вот моделируем такую ситуацию. В этой ситуации нам не нужен большой имплант. Почему не нужен? Потому что нам просто нужно подпереть то, что есть. Или, например, заполнить зону push-up. Смотрите, у нас второй размер изначально, ставим имплант. Видите, в этом случае вообще практически нереально прощупать имплант, если он правильно подобран. Что важно также помнить очень худым девушкам. У очень худых девушек, конечно же, может контурироваться имплант. Почему? Потому что у них есть только мышца и только кожа. Это тот случай, когда жира практически нет и молочной железы практически нет. Поэтому грудь четко имеет форму импланта. Каплевидного импланта, когда верхний полюс, как видите, зона push-up, она недозаполнена, поэтому грудь имеет максимально натуральный и естественный вид. Вы можете прочесть о липофилинге. Липофилинг – это когда берется жир с одной области тела, например, с ног, с живота, и вводится в грудь. Поэтому, возможно, если вы очень худые и каким-то, не знаю, чудом или образом где-то у вас появился там жирок и его около литра или полутора, то можно сделать такую легкую прослоечку между мышцей и кожей. Это практически нереально, потому что я не видел ни одной такой девушки, которая была бы очень худая, а где-то у нее был жир. Как правило, девушки, у которых есть жирок там, на боках, на животике, на ногах, то жирочек присутствует и в груди. Грудная мышца, помимо того, что это дополнительная оболочка для импланта, для того, чтобы вы не могли его ощутить, когда трогаете свою грудь руками или когда ваш мужчина будет ее трогать, это также забор для импланта. То есть грудная мышца, она обволакивает имплант и мешает ему двигаться. Грудь не будет сильно смещаться в стороны, когда вы лежите, или когда вы двигаетесь, или когда вы прыгаете. Также вы можете прочесть о установке под молочную железу. Если имплант устанавливается над мышцей и сверху у нас только железа, то такого заборчика нет, вот такого блока нет. И со временем, через несколько лет, через 3 года, через 5 лет, имплант может подопуститься или сместиться больше в сторону, потому что он сам раздвигает вот этот свой домик, гараж. Грудь становится не такой красивой. Как проверить, установлен имплант под мышцей или нет? Для этого мы просим нашу модель вот так вот свести ручки и напрячь. Вот так напрячь. Видите, если имплант установлен под грудью, то грудная мышца, она немножко раздвигает грудь. Давай еще раз. Еще раз. Все, расслабься. Если импланты установлены под железой, то вот этого эффекта не будет. Но если импланты установлены правильно, то не будет анимации груди. Поднимаем ручки вверх. Вот. То есть мы видим, что поднимается только ареола и сосок, сама грудь, она остается на месте. Чем еще важна вот эта схема? Она показывает, что во время установки импланта
хирург не задевает протоки молочной железы. Если имплант устанавливается не через ареолу, не через сосок, как обычно вы можете об этом прочитать, а через подгрудный субмамарный доступ, то молочная железа, она абсолютно интактна. Вы можете кормить хоть 10 детей, беременеть хоть 20 раз, ничего с вашей грудью не случится. Почему образуется ребристость у девушек? Как правило, в позе, когда девушка наклонена на пляже, или, я так понимаю, поза сзади в сексе, то появляются такие, как ребрышки, как небольшая ребристость сбоку груди. Это видно у очень худых девушек. И опять-таки потому, что нету дополнительной оболочки. Конечно же, сам имплант очень мягкий. И если он установлен в груди, он наклоняется, то появляются вот такие, как небольшие заломы и небольшие ребра. И если девушка очень худенькая, то эти заломы кожей очень сложно скрыть. И, конечно, вы можете пальпаторно вот сбоку немножко ощущать имплант и видеть небольшую такую ребристость. Это также иногда связано с тем, что установлен слишком большой имплант. То есть, когда хирург идет на поводу клиента, устанавливает большой имплант, он упирается в кожу, и вот эти ребрышки упираются, и поэтому эти ребра видны. Что я советую? Иногда советую поправиться, иногда это можно скорректировать с помощью жира липофилинга. Когда у нас есть дополнительная жировая оболочка, а потом кожа, то вот этой ребристости ее не будет. Поменяет ли грудь свою форму со временем? В данном случае нет. То есть всем девушкам, у которых изначально груди не было или грудь была очень маленькая, я говорю о том, что у вас нечему менять свою форму, нечему опускаться. То есть, когда девушка приходит изначально со вторым-третьим размером, то, скорее всего, после родов вот этот второй-третий размер, он будет менее упругим и упадет. Когда приходят худышки, когда приходят девушки без определенного объема, когда этот объем 0,5 или 1, можно сказать, им повезло, и такая форма будет навсегда. Может быть какой-то там маленький процент, что там останется объемно после родов и после лактации и как-то опустится, но скорее всего нет. Что может быть? Со временем может увеличиться расстояние вот от ключицы до соска. То есть, если сейчас у нас красивая форма и ореолы соски, они смотрят на солнце, на небо, то есть вот этот полюс более наполненный, то есть где-то у нас здесь там 55%, здесь 45%, то, возможно, ореолки, соски, они немножко подопустятся. Если это будет доставлять эстетический дискомфорт, то под местной анестезией мы вот эти ореолы можем приподнять. Это же относится и к асимметричной груди. То есть, если девушка замечает для себя асимметрию, и это доставляет ей психологический дискомфорт, когда она смотрит на себя в зеркало, то под местной анестезией мы можем переместить ореолу вправо, влево, вверх или вниз. Это несложно, это быстро, это занимает 5 минут.